Одной из самых больших проблем любой адаптации на русский и любой другой язык является то, что зачастую локализация не может передать то, что хотели передать создатели изначально. И именно с такой проблемой столкнулась Каролина в «Стране кошмаров». Большинство из вас, несомненно, смотрят мультфильмы, в том числе Каролину, именно в русском дубляже. Это естественно, ведь это наш родной язык. Но из-за этого страдает само произведение. Да, бывают случаи, когда дубляж лишь улучшает изначальное творение, но в большинстве случаев все происходит совсем наоборот. И как по мне, русская озвучка Каролины в «Стране кошмаров» однозначно испортила мультфильм. И нос на улицу не высовывай, Каролина Джонс! Don't even think about going out, Coraline Jones! Нельзя сказать, что это 100% вина локализаторов, так как многие вещи, которые присутствуют в оригинальной Каролине, было невозможно перевести на русский. В этом заключаются трудности перевода, трудности дубляжа и адаптации в целом. Я искренне люблю смотреть Каролину на языке оригинала, и я невероятно не выношу русский дубляж данного мультфильма. И в этом видео я попытаюсь показать и рассказать вам почему. Поехали! Когда мы сталкиваемся с дубляжом мультфильмов, мы должны понимать, что то, как озвучивали своих героев актеры озвучки на оригинальном языке и дубляже, разнятся просто кардинальным образом. Оригинальные актеры озвучки записывают звук еще до того, как начинается анимация мультфильма. Но актеры же дубляжа вынуждены записывать звук поверх уже сделанной анимации. Им приходится имитировать выражения героев мультфильма. И это, безусловно, закрывает актера озвучки в определенные рамки, что и стало помехой для русской адаптации Каролины. Если же говорить про перевод мультфильма, то естественным образом русские локализаторы изменяли различные фразы в мульте, ведь без этого абсолютно никак, так как в английском существует множество фраз, которые перевести на русский либо невозможно, либо из-за липсинга невозможно было бы произнести. И в этом аспекте, как по мне, наши ребята справились, но в остальных аспектах, к сожалению, нет. Начнем, пожалуй, с главных героев. Каролина на русском и английском воспринимается совсем по-разному. Дакота Фаннинг проделала огромнейшую работу, озвучивая своего персонажа на протяжении 3 лет, в то время как наш аналог Анна Штукатурина сделала то же самое фактически в 100 раз быстрее. Да и самой Анне на момент записи было около 20 лет. Дакота же была примерно того же возраста, что и Каролина, что безусловно сыграло свою роль. И все вышесказанное наглядно видно в следующих отрывках. Вот это развлечение, зашибись. It's gone. My poison oak. It's gone. Исчез ожог. Прошел. Ну и дела. What do you mean? She's amazing. Да ты что, она обалденная. Таким образом, у нас как бы есть одна и та же Каролина в обоих вариантах, но из-за того, что Дакота отыграла куда лучше Анны, персонаж воспринимается по-разному. Тоже можно сказать и про Вайби. Если упадешь на дно, то даже средь белого дня увидишь звезды на небе. Роберт Бейли, который озвучивает Вайби в оригинале, звучит действительно лаконично. И хоть наш Томас Шлейкер озвучил неплохо, но его игра не идет ни в какое сравнение с оригиналом. Да-да, на русском Вайби озвучивал парень под именем Томас Шлейкер. Довольно забавно. Если же затрагивать тему перевода с английского на русский, то тут сразу же всплывает море проблем. Начнем вот с чего. Одним из огромнейших различий оригинальной озвучки и дубляжа стал этот парень. В оригинале он известен как Вайби, а на русском ему решили дать имя Заки. Дело в том, что в оригинале имя Вайби играет колоссальную роль в понимании этого героя и атмосферы мультфильма в целом. Когда Вайби зовет бабушка, Каролина начинает дразнить мальчика, говоря следующее. Why were you born? Имя Вайби Каролина расшифровывает как Why were you born? Или Зачем ты родился? Что автоматически делает атмосферу мультфильма мрачной. Нам начинает казаться, что Вайби нежеланный ребенок в семье. И глядя на его вид, невольно начинаешь сравнивать его с Игорем или Карликом Носом. На русском же это отсутствует абсолютно. Заколебайка! Ребята со студии русского дубляжа попытались сделать свою версию Why Were You Born, но согласитесь, что «Заколебайка» не звучит так же мрачно, как «Зачем ты родился?». И безусловно, это сложно перевести и локализировать на наш великий и могучий. Я понимаю, но именно из-за этого и теряется этот и другие огромные аспекты мультфильма. Вообще, с кино такое происходит регулярно. Большая часть оригинальной задумки улетучивается, но подобные проблемы происходят не совсем. Например, в игре Perfect World неприятностей с локализацией не будет. В частности, поэтому я вам ее рекомендую. В игре есть отличный выбор, как развиваться, через PvP или PvE, а при желании можно и совмещать. Также тут есть огромная система боевых навыков и внушительные возможности создавать свои билды. Я вам уже рассказывал о некоторых интересностях геймплея, например, о полетах. Но недавно разработчики выкатили большое обновление. Теперь в игре можно создавать даже собственный дом, в котором можно выращивать травы, добывать минералы и приглашать друзей в гости.
Еще добавили новые локации с квестами и данженами, из-за чего прокачиваться стало легче. Ну и конечно, все это подчеркивается атмосферой оригинальной игры со своей музыкой. В общем, Perfect World вернулся и теперь доступен на мобильных устройствах. Ссылка на скачивание в описании. Следующий момент заключается в самом имени Каролины. В мультфильме ее называют именно Коралина. Все из-за того, что в оригинале ее имя пишется через O. На английском это выглядит естественно, но на русском так будто актеры специально коверкуют имя, как бы намекая, что ее зовут именно Коралина, а не Каролина. Я Каролина. Каролина, и как дальше? Коралина. Каролина Джонс. Вообще говоря, для всех актеров русского дубляжа произносить имя Каролина было непростой задачей, потому что для нас, русскоговорящих, естественным образом имя Каролина звучало бы точно так же, как и Каролина. И там мы бы произносили Каролина с двумя «а». Но так как в английском эти два имени читаются по-разному, и это имеет значение в мультфильме, актеры русского дубляжа не могли пренебречь этим. Еще одна вещь, которая была, увы, упущена в дубляже в силу невозможности перевода на русский язык, заключается в некоторой игре слов. Я говорил об этом очень много раз, и не хотел бы опять повторяться, но данное видео посвящено именно трудностям перевода, так что я не могу не сказать об этом в который раз. По мультфильму Бельда, она же другая мама, бросает Каролину в зеркало, давая ей время поразмыслить над ее поведением, а именно над тем, что она отказалась одевать на себя пуговицы. Интересно то, что на языке оригинала английском слово «поразмыслить» это reflect имеет два значения – поразмыслить, а также отразить или отобразить. То есть Каролину кинули в зеркало, ее же reflection, отражение, чтобы reflect поразмышлять над ее поведением. Также большую роль в Каролине играли некоторые песни, одной из которых была песня другого папы. К сожалению, при дубляже любого произведения, когда дело доходит до песен, очень редко удается сделать так же здорово, как и в оригинале. Почти всегда дубляж очевидно гораздо слабее, чем оригинальный трек. Иногда, конечно, получается сделать на уровне, например, как в недавнем Ведьмаке или Отпусти и забудь, но это не тот случай. Сперва послушайте. Цветок, мой дружок, рыбка моя. Мало того, что в локализации песня звучит просто ужасно, так еще и смысл этой песни, который был заложен оригинальными авторами, здесь абсолютно утерян. В оригинале другой папа поет «Our eyes will be on Coraline», что означает «У Каролины будут наши глаза». Эта фраза является предупреждением другого папы о том, что другая мама собирается сделать что-то плохое. На русском же этого нет. Еще в русской адаптации присутствует один момент, который показался мне очень странным решением русских локализаторов. Короче, я из Понтиака. Где это? В оригинале Вайби не произносит ни слова в ответ на фразу Каролины. Символическое «ха» подчеркивает недопонимание героя. И у нас на русском есть аналоги этому звуку. Но почему-то режиссер дубляжа решил добавить аж два лишних слова, хотя из-за этого образуется рассинхрон с анимацией. Ведь в оригинале он даже ртом особо не шевелит. Единственной причиной, почему создатели пришли к такому решению, могло бы стать то, что режиссер дубляжа посчитал, что русскоговорящие дети не смогут понять по интонации то, что передает им персонаж. Так что же это, русские дети глупее американских или что? И все-таки, несмотря на все, что я уже наговорил в сторону наших локализаторов, есть один момент, который, как мне кажется, на русском сделан лучше, чем в оригинале. Ведь английский язык просто никак не мог передать то, что получилось у русского. Речь вот о чем. You're not my mother. Вы не моя мама. Я не знаю, сделали бы так авторы оригинала, зная не еще какой-то язык с уважительной формой «ты», но наши локализаторы сделали именно так. В оригинале используется местоимение «you», так как в английском нет разницы между «ты» и «вы». Но в русской версии, в тот момент, когда Каролина замечает, что это не ее настоящая мама, она сразу же переходит с «ты» на «вы». Это небольшая деталь, но все же довольно занимательная, и она кое-что все-таки передает. Еще учитывая тот факт, что чуть позже, когда Каролина привыкает к другой маме, она начинает снова общаться с ней на «ты». Если же говорить про озвучивание другой мамы и некоторых второстепенных персонажей, то можно сказать следующее. В целом, другая мама как на русском, так и на английском воспринимается плюс-минус одинаково. Терри Хэтчер и Елена Соловьева обе проделали очень хорошую работу. Мистер Бабинский же это вообще отдельная тема. Ведь в оригинале он как бы русский, и естественно его странный акцент в дубляже был утерян. Воспользовавшись путаницей, проникнуть в мой дом и подсмотреть наружу. И все же с мистером Бо подкачал и оригинал. Почему американские студии не могут просто позвать коренного русскоговорящего человека? Потому что фразы на русском это прям кровь из ушей. Ну и напоследок, давайте разберем еще несколько мелких деталей, которые, по моему мнению, были плохо адаптированы. Например, это. There's a
tall, handsome beast in your future. Тебя ждет в будущем настоящее животное. Извините, что? Какое еще настоящее животное? Причем тут вообще слово настоящее? Handsome можно перевести как красивое или благородное животное, но отнюдь не настоящее. Данный перевод просто не имеет смысла в этом контексте. Может быть и придираться к конкретным словам по-снобски, но я действительно не понимаю этого решения. Также похожая ситуация в моменте с туманом, когда Каролина в русской версии называет кота домашним, хотя успус логично переводится как трусливый. Да и в целом, подобные непонятные решения можно встретить на протяжении всей картины. Ну и хотелось бы пару слов об интонации, просто вам для сравнения. If you're the same cat, how can you talk? Если ты тот самый кот, то как же ты говоришь? Bricks? I don't get it. Кирпичи? Что за бредятина? И да, я все еще мусорю ту же тему, но Дакота гораздо сильнее сыграла, чем Анна Штукатурина, хотя делайте выводы сами. На самом деле, я чисто физически не могу рассказать обо всех несостыковках, трудностях перевода и просто уныло сделанных моментах в адаптации, иначе это видео бы длилось больше, чем сам мультфильм. Поэтому я предлагаю нам на этом закончить. Я однозначно рекомендую всем посмотреть Каролину в оригинале, ведь только так вы увидите настоящую Каролину, которую хотел сделать Генри Селик и еще сотни и сотни других ребят. Ведь в переводе теряется самое главное, то, что закладывал сам автор в то или иное произведение. Надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Всем огромное спасибо за просмотр. Следующий ролик не за горами. Но я пошел, еще увидимся.